Всем привет, друзья! Всем Вы привет. на канале «Каждому свое». С вами снова я, Юра, и мой друг, единомышленник по походам. Это Андрей с канала «Будни путешественника». Всем привет, друзья! Мы с Андреем идем по лесу уже, наверное, около часа. Ходим мы здесь в поисках подходящего места для постройки новой землянки. Планируем мы с Андреем сегодня остаться с ночевой. Для этого Андрей взял с собой новенькую классную палатку, про которую он расскажет и покажет подробнее на своем видео. Да. Заходите, смотрите, буду рад. Взяли мы помимо этого с собой еще печку, потому что ночи пока еще холодные, несмотря на то, что уже месяц май. Также я взял еще с собой инструмент, необходимый для того, чтобы заготовить дрова и просто чтобы посидеть у костра в тепле и в уюте. Давайте найдем сейчас подходящее место, потому что это не так просто. И будем располагаться. Поехали. Нашли мы с Андреем неплохое, а я бы даже сказал, очень даже перспективное место. Здесь уже очень глубокая яма, наверное, больше метра глубиной. Спокойное, тихое место, нет ни машин, ни дороги, ничего, ни намека на присутствие людей. Поэтому, я думаю, здесь мы и начнем строить нашу новую землянку. А для начала мы, конечно же, разложим все вещи и будем ставить палатку, потому как по прогнозу обещают сегодня вечером и всю ночь будет идти дождь. Дом наш временный готов, по крайней мере, на сегодня. Теперь самое время заняться заготовкой дров. А для заготовки дров и для дальнейших работ внутри нашей новой землянки компания Redwerk предоставила нам свою новенькую электропилу. Одно из главных преимуществ этой модели является то, что пила обладает целыми двумя аккумуляторами литий-ионными по целых 6 ампер в час. Сборка данной электропилы не занимает много времени. Нужно всего лишь установить шину, цепь и простым движением руки закрепить ее. И все, пила готова к работе. Остается лишь только залить масло. Еще приятным плюсом данной фирмы является то, что все эти аккумуляторы являются взаимозаменяемыми. То есть я могу просто снять с этой электропилы аккумулятор и поставить его же на шуруповерт. Преимуществом же шуруповерта от фирмы Redwerk является то, что он является бесщеточным, что, несомненно, продлевает его срок службы. Нашли сейчас с Андреем вот такую упавшую сосну.
Вот ее как раз мы будем использовать для того, чтобы обогреваться вечером и ночью возле печки. Ну и на костер, я думаю, тоже она пойдет. Аккумуляторная пила в целом нас очень даже радует. Одним из ее еще дополнительных преимуществ, для нас, по крайней мере, является то, что она очень тихая. И можно строить землянку и не бояться того, что нас обнаружат. Дрова мы на вечер с Андреем заготовили. Вот здесь они у нас под столом будут находиться. Вот так мы с Андрюхой расположились внутри новой палатки. И здесь напротив будет у нас стоять печка. Навес мы вот этот уберем. А печку, думаем, вот здесь, наверное, вот так оставим. Да, Андрюх? Да. Будет уютно шикарно. и тепло. Будем сидеть вот так вот, готовить ужин прямо на печке и смотреть на костер. Круто. На улице уже вовсю гуляют тучи, поднимается сильный ветер. Не знаем, чего ожидать от погоды сегодняшним вечером и ночью. Но а пока дождя нету, мы решили с Андреем не отлынивать от работы и заняться самой трудоемкой работой. Это самая тяжелая работа в процессе постройки землянки. Самое тяжелое, муторное и нудное — это копать. Пока мы никаких размеров землянки с Андреем не проецируем, мы просто будем сейчас копать в сторону от этой сосны, потому что там корни. Причем, я думаю, большие, потому что сосна уже старенькая такая. И корни уже хорошие такие большие пустила. Ну и чтобы дерево не травмировать. Будем уходить в сторону. Ну а дальше уже по мере того, как мы углубимся, появятся какие-то очертания. И будет уже немного да видно, как что подкорректировать. Пока просто копаем песок. Погода внесла свои коррективы в наши планы, поэтому все копательные работы мы с Андреем на сегодня приостановили. Будем сейчас вот так вот в таком уютном гнездышке готовить вкусный ужин и отдыхать вместе с вами. Мне очень нравится вся эта атмосфера, в которой мы расположились. Палатка зеленая, зеленый лес. И еще дополнительно я взял с собой тент, и он нам очень даже пригодился. Мы его вот так сбоку постелили. Он защищает нас от косого ветра, от косого дождя и ветра. Температура на улице опустилась до плюс, сколько там, плюс 6, по-моему, всего, да, Андрей? Плюс 6 градусов. Мы с Андреем скорее затопили печку. И вот ждем, когда печь даст нам в палатку хотя бы немного тепла, чтобы обогреться. Ну а так в целом уютно. Сейчас печь разогреется до рабочей температуры, и мы начнем готовить ужин. Я думаю, никто не будет против, если я уже начну готовить ужин. Потому что время уже 10-й час, а мы с Андреем все еще не ели, пока сюда добирались, пока копали яму, пока все это собирали. В общем, дел полно. А до еды у нас времени так и не дошло. Поэтому я придумал интересное блюдо, которое еще сам не ел, не пробовал никогда. Думаю, оно понравится как мне, так и Андрею. И, может быть, кто-то из зрителей тоже заинтересуется этим и приготовит у себя дома или также в походе где-нибудь. На ужин у нас будет
ирландское рагу. Само название уже только вызывает аппетит. Хочется поскорее уже начать готовить это блюдо. Для приготовления этого блюда нам понадобится мясо, естественно. В оригинальном рецепте написано баранина, но баранину мы как-то не очень любим, и ее очень долго готовить на самом деле. Поэтому я взял полюбившееся уже нам мясо. Это мясо индейки. Филе индейки, я думаю, подойдет идеально, так как оно и вкусное, и готовится достаточно быстро. Что для этого потребуется первым делом? Первым делом нам нужна глубокая сковорода. Вот такая у нас походная сковородочка есть. Ставим ее на горелку, так как это будет быстрее. Я уже добавил туда масла подсолнечного. Ждем, когда разогреется масло. И закидываем туда, ну оно уже шипит, и закидываем туда все наше филе индейки. И обжариваем это мясо в течение 3-5 минут. Прошло 5 минут. Наше мясо уже хорошо обжарилось. И теперь пришло время добавить туда овощи. Овощи я заранее дома заготовил, порезал. Из овощей у нас здесь лук, морковь и чеснок. Все это закидываем туда к мясу и обжариваем еще в течение 7 минут. И не забываем перемешивать. Прошло еще 7 минут. Наше мясо с овощами уже обжарилось. Жидкость почти вся выкипела. И теперь настало время добавить туда воды. Также добавляем воду, закрываем крышкой и доводим все это дело до кипения. После чего мы уже добавим туда картофель. Вода в нашем блюде дошла до кипения. Теперь остается просто заключительный штрих, а это добавить в блюдо картофель. Нарезанный мелко уже предварительно дома. Также перемешиваем. И по рецепту, как написано, необходимо томить, готовить уже с картофелем это блюдо около 2 часов даже. Но в рецепте указана баранина, а у нас с Андреем здесь индейка. Поэтому я не думаю, что нужно будет готовить так долго. Будем просто на медленном огне томить и смотреть, когда жидкость почти вся выкипит. И тогда, я думаю, все уже будет готово. Вот. А тем временем, пока мы тут сидим и наблюдаем, как готовится наше рагу. Ой. Ветер поднимается все сильнее. Обещают дождь по прогнозу сильный. Ждем его. Точнее, мы его не ждем, но он, скорее всего, будет. И пока вот мы тут беседовали, поднялся ветер, и мы услышали, как рядом упало, я надеюсь, что это было сухое дерево. Вот. А так макушки деревьев шатало еще днем. Ну, дай бог, все обойдется хорошо. В общем,
Ветер только все сильнее, и мы с Андреем решили перебраться чуть подальше, потому как, сами видите, над нами сухие ветки сосны, и не знаем мы, что ждать этой ночью. Мало ли что, они уже давно висят и могут упасть просто в любой момент прямо на нашу палатку. И кто знает, чем это все обернется. Поэтому мы сейчас перенесем палатку там, туда, где деревьев над нами просто не будет. И спать будет спокойнее. Ну что, Юр, давай наложь своего вкуснейшего блюда. Не мое, ирландское. Ну, Хорошо. приготовленное мной. А запах! Вот это вкуснотища. Перемешаем. Блин, так долго готовилось, как в прошлый раз тогда с Колей, когда ездили Да. в землянку у реки. Тоже долго готовили. А Коль, че- привет, кстати, да. А чем дольше готовится, тем оно и вкуснее. Это правда. Вообще, кстати, вкуснее, когда на природе. Дома не так вот вкусно готовить, как... Что-то мне одну мясо, Коль. Давай картошку там снизу Сейчас. попробуй подковырни. Мы перебрались с Андреем на новую локацию. Ну как новая? Пару метров отодвинулись, как мы уже ранее сказали, от сухих веток. И здесь нам будет спать спокойнее. И есть тоже. Да, отлично. Да, по-моему, вся еда, которая готовится на природе, отличная. Ну вот и все. Каждый лег по своим комнатам. Я укутался вот так вот в 2 спальника. И одел еще шапку сверху, потому что идет дождь, влажность сильная на улице. Ну, в 2 спальниках уж точно не замерзну. Будем ложиться спать, если что-нибудь будет интересное. Надеюсь, что нет. Мы включимся среди ночи. Ну а так, пока всем спокойной ночи. До завтра. Всех с добрым утром. Всю ночь шел легкий моросящий дождик. И под звук этого дождя он нас прямо убаюкивал. И мы быстро уснули. Проспали почти до 9:30 утра. Сейчас будем понемногу собираться и, наверное, выдвигаться домой. Кстати, совсем недавно узнал интересный факт. Если в чай добавить еловую веточку, то это дает 2-дневную норму витамина С. Если, конечно, только не кипятить все это, а держать просто в горячей воде около 10 минут. Это не даст горьковатый вкус и снабдит вас 2-дневной нормой. Вооружайтесь.
вот палатку мы собрали. За собой весь мусор тоже у нас убран. Оставили лишь только заготовленный запас дров на следующий раз. Ну и начатую нами землянку. Вот и подошел наш первый день работы в лесу, стройки новой землянки к концу. Собрали все вещи. Сейчас будем отправляться домой в путь. Дорогие друзья, если вам понравился этот наш ролик, поставьте нам лайк. Ну а если не понравился, можете оставить нам какой-нибудь комментарий. Нам тоже будет интересно обо всем об этом почитать. Ваше мнение, ваши мысли. Может быть, есть какие-то предложения по поводу стройки новой землянки. Пишите, мы все это прочитаем и по возможности ответим на ваши вопросы. До новых встреч, друзья. Всем удачи, всем пока.